Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зубом. И сегодня, ребят, я хотел бы вам рассказать один момент о том, что у нас в игре есть такая штука, как неофициальная покупка аккаунтов, да. И разработчики меня попросили напомнить всем, что если вас поймают, то получите бан. Да, как говорится, они сказали, что всех найдем, всех накажем, поэтому сразу говорю, не занимайтесь никогда такими вещами, покупками аккаунтов и передачей аккаунтов, всего остального. Это запрещено в игре. Сразу дают бан. И такие вот прекрасные дела. Ну, если вы знаете, что кто-то занимается покупкой и продажей аккаунтов, можете сообщить разрабам в любом ихнем, так сказать, виде, где можно с ними связаться. Техподдержки, там, какой-нибудь социальной сети и все остальное. Такие вот дела, поэтому не делайте того, чего не нужно делать, иначе вас забанят. И, кстати, не забывайте, там идет у меня розыгрыш на канале. Вчера было опубликовано видео, поэтому кто хочет поучаствовать, как говорится, 12 тысяч гемов, штучка приятная. Ну, опять же, кому повезет. Мы сегодня поиграем за Тони. Лютая имба, как говорится. Да, лютая имба, именно так. Поэтому мы отправляемся в командные бои. После змеи я немного разочарован тем, что у нас происходит в командных боях. Ну, как бы, я всегда был разочарован, да? Но, как же баланс, там же завезли все дела, но... Видимо, завезли кривенько. Кривенько, либо он сломался опять после обновы вот этой 3.27. В общем, не знаю почему, но игроки играют ужасно именно за меня. Против меня играют более-менее сносно. Опять же, кто-то притянул аптечку. Да? Кто же это мог быть? Кто же это взял и притянул аптечку, что она досталась противнику? А, хамелеон? Кто это был? Кто это был, хамелеон? Кто притянул аптечку, что она досталась противнику, а? Мне сейчас надо отойти, похилиться, иначе я сейчас просто откинусь. Я просто не успею сейчас, наверное, резнуть Никса того. Да блин, ну... Ну чё мне так везет постоянно, ну? Ну почему мне именно команда попадается больных, который взял, притянул аптечку и дал противнику? Почему? Ой, сейчас сгорю, ребят. Первый бой я уже сгорел. Ну, как бы... Нет, тут, знаете, еще то на тонике тут так-то тащил, я мог вытащить, просто... Просто Генри был чуть-чуть побыстрее. А у меня еще КДшка была на активном, точнее на этом... На луке. Но, блин, так было все близко. Вот просто хамелеон, который притянул аптечку. Как же ему благодарен за это. За эту помощь. Очень полезно. Я понимаю, что он это сделал не специально, я знаю, что это автоматически все происходит, но если бы он не притянул, ничего бы не произошло. Ладно, что есть, то есть. Фух, ладно, надо успокоиться. Надо успокоиться. Привыкнуть к тому, что у нас все-таки такие командные бои всегда были и будут, и никакой баланс их не исправит. И тащить. Как всегда тащилось, в скобочках нет. Ну, посмотрим, как говорится. Почему бы нет, можно все-таки затащим. Здесь у нас кролик скипи с первобытным инстинктом, кажись. Это не точно. Но я точно с первобытным инстинктом. Кстати, вот эта штука дает ускорение союзникам. Очень полезный первобытный инстинкт в скобочках. Ни разу не полезен. Только что секунду назад здесь был кролик скипис. Через 2 секунды он уже оказался сверху. И я здесь один с бобром оказался. Нормально? Нормально? Вот это моя команда, ребятки. Видите? Секунду моргнешь, этот гад уже сбежит. И тебе приходится одному уже тащить это все. Как вам, а? Кайф, да? А мы могли спокойно там шотать. Ну, потому что кролик скипи такой: а чё, противники, надо убегать, да, надо убегать. Вот, просто слов нет. Фух, надо успокоиться. Надо успокоиться. Иначе мы тут не затащим. Надо очень жестко обращать внимание на команду свою, на команду противников и действовать в зависимости от ситуации. Так, пока что просто маневрируем. Так, Джейд я шотнул. Но там кролик Сипи залетел. Дошотнул еще раз Джейд. А у кого там был легендарный дробовик? Ага, у этого. Понятно. У хамелеона. Попробуй замедлить, но вряд ли получится. Ну, конечно он... Ой, как же не бесит, просто... Так, хилимся. Багаем. Точнее, убиваем. Это, кстати, жирафа я только что резал, если чё. Очень полезный жираф, если чё. А меня сейчас задушат кроли всякие разные. Ну, понятное дело, что ему не задушить, да? Ну, опять же, хамелеон, это тот наглый хамелеон, который был один. Как же повезло, что я сейчас успел притянуть.
Ой, как нам повезло люто, что как-то тут получилось выжить. Не знаю, как так повезло, правда. Этот в итоге еще и быкует. Смотрите, просто в пачку заходит, чтобы подраться, понимаете? Хамелеон один остался со своего сквада. И он в пачку. Точнее, он не один остался, лол, а как так? А мы же вроде склад его весим. Ну, кролик Скиппи, видите, да? Не упустит возможность залутать легендарный дробовик. Хотя уже игра выиграна, как бы, но ему очень нужен. А теперь он в зоне умер. Блин, Яра его пошла резать. Надо было его наказать за то, что 2 дебила. Извиняюсь, ребятки, очень сильно извиняюсь, но... Ну, вы сами видели все. Один пошел за легендарным дропом. Второй пошел друг его резать. Что я могу еще сказать? Ну, было видно по кролику Скиппи, когда он уже отпрыгнул. В начале, когда мы начали драться с сквадом, да, нужно было продолжать драку, он отпрыгнул. Это было, в этот момент уже было понятно, кто он и что он. Ну, а давайте на себя хил поставим. Эту Яру неадекватно убьем. Ну, как она адекватная, в принципе, с ботинком играть, все дела. Жестко. Но кролику Скиппи нужен был легендарный дробовик, чтобы затащить этот бой, правильно? Да, ребятки? Именно легендарный дробовик ему был нужен. В итоге что мы видим? Где кролик Скиппи? Правильно. Как говорится, он получил заслуженную награду за этот бой. Как говорится, то, что делал, то и заслужил. Все-таки карма немножко у нас в игре присутствует. Ладно, а мы отправляемся дальше. Конечно, тяжело, вы видите очень, как в эту игру играть с такими вот неадекватами. Мы, опять же, чудесным образом выжили, реально чудесным. Если бы не эти чудеса, мы бы там все откинулись. Ну что получилось, то получилось. Кстати, здесь у нас ситуация, у нас сборка лучше, мы должны затащить изи спокойно. Но вряд ли мы затащим, потому что это ж моя команда, они ж не смогут одну кнопку нажать, правильно? Правильно. Одна кнопка это верх, это вершина интеллектуального развития в зубе, поэтому на этом все и заканчивается, к сожалению. Опять же, идем просто лутать ботов. Тех, кто смогли на карте открыть глаза и посмотреть, где у нас находится аптечка и все остальное, те смогли. Те, кто не смогли, те не смогли. Опять же, я постараюсь подождать своих союзников, чтобы им досталось тоже хоть что-то, потому что, ну, этих гениев как не подождать. Бедные ребята, бедные ребята. Ну, что поделать, какие есть, с теми и играем. Опять же, конечно, можно собрать команду в клане, но это будет немножко неудобно пока что. Но, как говорится, без видео нормас поиграть можно. Хотя бы так. Не душиться особо. Хотя там тоже очень жестко, на самом деле. Очень много сильных противников тоже попадается. И становится тяжеловато играть. Но, что поделать? Что поделать? Итак. Моя команда потихоньку двигается. Надо бы держаться вместе. Пока что зона идет к нам, поэтому у нас, в принципе, проблем нету. Держимся вместе. Красавчики. Хоть как-то надо свою команду держать вместе, потому что, ну, у нас кенгуру немножко потерянный, очевидно. Играть без команды, так. Но пока что постоим здесь. Смысла двигаться куда-то дальше нету. Там еще 2 сквада осталось. Ой, зря я сюда иду. Ой, зря я сюда иду. Ладно, погнали. Как говорится, ладно. Кстати, видите, вот под ускором моим бежал лев, да? И это ему давало возможность ускоряться. О, сейчас должен баг под ускором бежать. Ну, он Никса добил, отлично. Золотой дробовичок. Правда, он никому не нужен. Ладно, надо попробовать все-таки резнуть команду и затащить хоть как-то. Повезло, что я достаточно жестко получилось залететь. Ну ладно, Бак уже залутает. Как говорится, ладно, фиг с ним, с этим легендарным дробовиком. Ну, Баку, как говорится, вот видно, что у кого приоритеты на что. У кого на победу, у кого на легендарный дробовик. Да, такие вот дела. Ну, что поделать. Такие вот у нас игроки в зубе. Опять же, чудесным образом мы сейчас победили. Скорее всего, мы пришли в момент, когда эти 2 склада между собой дрались. И добили просто их, и все. Наверное, я одним дробовиком все-таки промахнулся, но это не точно. Может, и не промахнулся, не знаю. Блин, зря, конечно, отошел. Хотя мы сейчас могу догнать спокойно. Вот так вот. Это вот преимущество Тоника небольшое в этом плане. Да блин, а чё ему так халявно везет? Чё у меня они в кучку не собираются, а? Чё они мне все убегают, улетают? Я тоже хочу шотнуть 2. Обида. Теперь гоняться за этим последним. Ну, очень интересно гоняться. Но понятно. Дело, он делает адекватно все. Потому что чем дольше он сейчас проживет, тем... Сейчас его команда там доумирала вот сейчас. И, в принципе, это дало ему возможность на 6-е место. В этом плане кенгуру сейчас был адекватно. Но в плане того, что
Они там сидели все в кучке, ничего не делали в этих кустах, но это было очень интересно. Смысл это было делать, я не понимаю. Ну, гения в зубы никогда не понять. Ну ничего, может, хотя бы 1100 возьмем. Нет, ну когда-нибудь надо вырываться с 1100 рейтинга на 1200, на 1300, 1400 и 1500. Ну, я просто не представляю себе, насколько это будет душно. Я не выдержу этого психологического давления. Поэтому пока что откладываю этот момент до лучших времен. Скорее, как говорится, до лучшего баланса. Надеюсь, этот баланс скоро к нам придет. Надеюсь. Но не факт, что он придет, конечно, потому что вы сами все понимаете прекрасно, какая это игра, какие здесь игроки. Но, возможно, когда-нибудь игра станет прекрасной. Но разрабы начали что-то делать, это приятно осознавать. Но опять же, они ничего не говорят. То есть, когда, что будет, это... В прошлом году они там какую-то дорожную карту замутили, там, вот, мы там замутим, там, кучу всего, в итоге ничего не вышло, кроме патча 3.0. А было столько планов, столько планов. О, я почти... Не почти. Брюс просто сидит, смотрите. Да вы... Так нажми ты кнопки, ну... Он копье! Посмотри... А потом, как бы, я говорю про то, что у них одна кнопка, это максимум, что не могут. Видели бы, что Брюс сделал? Он выбежал, он здесь бегал. Бегал. Выбежал из куста и нажал копье. Вот здесь вот. А потом он здесь слева в кустах нажал активный навык. Жесть. Жесть. Лучше бы боты со мной играли бы. Лучше бы боты играли, ну серьезно, ну вы это видите. Где мои боты? Хочу с ботами сыграть, очень сильно. Лучше с ботами играть, они такие хорошие. Они вместе держатся, кнопки нажимают. Аптечки лутают, представляете, насколько они жесткие? Это еще не самые жесткие боты, это самые слабые боты. Самые жесткие боты могут так-то развалить тебя на изи вообще. Потому что они не промахиваются. Вот реально боты, которые у нас в игре Зуба существуют. Ну, которые там на грандмастерах, я так скажу. А особенно на последнем грандмастере, они вообще там не промахиваются. Мощные, сильные. А, кстати, видите, Никс получил буст от моего ускорения. И буст этот выглядит в виде... Ну, кстати, анимация пропала. Хорошая игра, хорошая. И буст этот выглядит в виде такого тоже небольшого ускорения. Вот, как у меня сейчас, видите, на тонике. Так, только надо как-то направить. Вот, на Никсе появилось, видите? Вот это вот ускорение, которое оно дает. На кролике скипе сейчас появилось. Опять же, ускорение почти нулевое. То есть, это первобытный ник, который дает 0. Почти 0 дает. Очень полезно. Зачем его добавлять в игру, я не понимаю. Зачем вообще добавлять что-то бесполезное в игру? Это загадка человечества. Просто загадка. Кенгуру, конечно, залетел не в свой район. Каким-то чудом он успел выйти. Ты чё, Лефа, быкуешь, да? Ну, копьем выдали, впритык промахнулся. Капец, а чё моя команда стоит просто? Это типа нормально, да? Это их план? План капкан? Или что это? Я просто немножко не разбираюсь в планах этих гениев. Ну, вы сами понимаете, как в этом разбираться, когда такие вот игроки играют против тебя. Лев особенно... Ну, Лев старается, вот видите, он там стали сетовы, он их хотя бы использует правильно, да? Хотя бы что-то можно сказать, что он молодец. Вот реально, если бы ему дали возможность, то есть отвлекли наш сквад сейчас в этот момент кто-то слева. Ну, вот тут снизу, там, типа хамелеон, только не один хамелеон, а отвлекли бы наш сквад несколько противников. Тогда да. Тогда да, можно было бы сказать, что вот, там, типа, все дела. Так, теперь надо уходить. А наши гении там уже начинают умирать. Это, конечно, приятно, то, что они умирают, но не очень. Похилим, попробуем Никса немножко. Нашего гения. Ну, он пошел умирать, как бы, красавчик просто. Я его, конечно, выхилю как могу, но я ж не всесильный, сами понимаете. Не спрашивайте, что я сейчас автоатакой бахаю просто. Я просто бахнул, да? Я поняла, что я не достану, но бахнул. Кстати, у меня почему-то активно... У нас 2 седьмых Никса, что ли? О, кстати, можно сейчас будет хамелеона спалить. Ну, конечно, он убежал. И моя птичка сразу же отлагивалась. Логично, логично. Ладно, идем дальше.
Блин, Никса надо бы похилить, но... Ладно, давайте Брюса похилим лучше, а то от Никса толку будет мало. Так, Брюсика хилим красивенько. Он у нас жесткий красавчик. Противникам сейчас не дадим выйти. Пятый Никс, конечно, не самый лучший вариант. Хотя вот еще один Никс прибежал почему-то умирать. И Акул прибежал к нему умирать. Какие не все хорошие, а видали? Какие хорошие. Взяли, прибежали и умерли все. Но эти хотя бы, посмотрите, они хотя бы стараются хоть как-то что-то делать командно. То есть они не просто сидят на одном месте и страдают фигней, да? Они хотя бы стараются играть командно. Когда у них было косяк, потому что они разделились, в этом очень интересный вопрос. Зачем играть командно, если вы разделяетесь? Точнее, зачем вы разделяетесь, если вы стараетесь играть командно? Да блин, надо было направить на него эту штуку, ну да ладно уже. Победа есть победа. В общем, противники просто гении. Они разделились, но при этом старались играть командно, спасать друг друга, но разделились. Логика, логика, логика. Ты где? Выходи. А ее нет, потому что это Зуба, потому что это прекрасные игроки, потому что... Опа, акция. Привет, Зубстер. Рулетка джунглей. Кстати, ребятки, эта рулетка очень полезная. Я попробую на нее пооткрывать сундучки, поэтому, возможно, уже завтра будем прокачивать чего-нибудь. Наверное, Эдну. Мне там на нее немножко жетона выпало. Хотя бы на 3-й уровень качнем. Поэтому такой небольшой инсайдик для вас. А это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.